Всем привет-привет! Записываю очередной ролик на тему «Не работаю бесплатно». На дворе неимоверная жара, еще впереди целый месяц такой жары. И, конечно же, я понимаю, почему умные люди берут отпуск летом, да, когда жарко, когда хочется отдохнуть, и вообще нет никакого рабочего настроения. Но на любой отпуск нужны деньги, да, тем более независимо сейчас, мне кажется, в какой стране ты проживаешь, уровень жизни повысился, стал достаточно дорогим, и услуги дорогие. Вот, и поэтому денег нужно больше. И вот об этом мы с вами как раз-таки поговорим. Нужно ли работать тарологу бесплатно или нет? Ну, я буду говорить только за себя, как это обычно я делаю. Вот, и скажу, что с точки зрения, наверное, ремесла, с точки зрения дела, да, то чисто логично, что бесплатно я работать не могу. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть потребности, если учесть, что для меня Таро является основным моим заработком, да, я не работаю где-то дополнительно, чтобы иметь доход, и поэтому получается, что если я не буду оплачивать, ну, то есть если за мои услуги будут неоплачиваемы, то, в принципе, как вариант, мне нужно будет искать какую-то другую работу. Вот. И исходя из этого, когда ты работаешь на какой-то другой работе, да, к примеру, и будешь совмещать Таро, вот, то какая бы работа это ни была, даже если это какой-нибудь офисный работник, все равно после 8-часового рабочего дня сил на то, чтобы делать расклады и каким-то образом общаться с людьми, уже не хватает. Это мой пройденный опыт, у меня было такое в самом начале, когда я совмещала, да, там, свои хобби и работу, и у меня были периоды в моей жизни, я не всегда работала тарологом, да, и поэтому у меня были периоды в жизни, когда я и просыпалась и в 5 утра для того, чтобы в 7 часов быть на работе, и работала 8-часовой рабочий день, и работа была тяжелая, потому что я 8 часов была на ногах, плюс ко всему хозяин был очень такой строгий. За 8 часов рабочего дня у нас было всего лишь, по-моему, 10 либо 15 минут перерыва. Вот, это очень мало для того, чтобы вот просто присесть и отдохнуть. Конечно же, на долгое время меня не хватило. Вот, на этой работе сменила другого хозяина в той же профессии, где и проработала 6 лет. Это было очень трудно, это было тяжело, но на том этапе моей жизни, да, это была моя юность, когда я, в принципе, совмещала. Утром я работала, вечером я училась, и плюс ко всему у меня уже был мой старший сын, и все это совмещалось, и это было на протяжении 2 лет, да, потому что мое обучение длилось 2 года. Вот. Это было очень тяжело, и это было трудно. Поэтому я знаю, что такое совмещать работу и совмещать еще какие-то дела. Вот. И поэтому четко понимаю, что если человек выбирает совмещать основную свою работу и Таро, то нужно быть готовым, что это будет очень сложно. Даже если, например, у вас там не 8-часовой рабочий день, а там 4 часа, например, вы работаете, либо 6, все равно, ну, это сложно. Таро, если может кому-то показаться, кто не в теме, что это легко, что ты делаешь, да, в принципе, ты берешь карты, раскладываешь, вот, это не так. Это действительно забирает очень много энергии. Я раньше тоже как-то вот мне казалось, что, ну, такого нет, но когда я, например, на выходные провожу блиц-консультации и достаточно много людей, и кажется, что, ну, всего 15 минут, вот, и тебе, ну, ничего страшного, да, после 15 минут ты можешь встать и отдохнуть. Ты понимаешь, что бывают такие расклады, где энергия самого клиента, либо ситуация настолько тяжелая, что хочется первое, что сделать, это пойти принять душ для того, чтобы снять вот весь этот негатив. Опять же таки, это не потому, что человек плохой, а энергия, она такая тяжелая. Почему? Потому что во всех раскладах я погружаюсь, я всю эту энергию пропускаю через себя, потому что я чувствую, да, я кинестет, и я чувствую
энергия других людей, да, плюс симпатичность. Это если один клиент, а если их там 10, а если их 15, это действительно очень тяжело. Хоть это и напрямую не видно. И если это с точки зрения непосредственно, если мы будем рассматривать Таро как деятельность, да, как заработок, без каких-либо дополнительных, как я сказала, уже ресурсов, вот, ясно дело, что бесплатно это не работает. Теперь давайте посмотрим, если мы уберем эту тему заработка, да, жизни и дохода как доход, да, и оставим только, например, с точки зрения, как люди любят говорить, метафизических понятий, очень часто слушают эту чушь о том, что за дар, это должно быть бесплатно и все такое. Если человек считает, что в жизни есть что-то бесплатное, то есть бесплатное это не в контексте только финансов, за все нужно платить, и ты платишь чем-то. Ты платишь деньгами, это самый легкий способ. Ты платишь энергией, ты платишь своим здоровьем, ты платишь своей удачей, успехом, ты платишь радостью, ты платишь своими нервами, ты так или иначе за что-то все платишь. Я не согласна с тем, что даже если люди, например, одаренные, в кавычках. Почему поясню одаренные в кавычках? Потому что для меня понятие дара именно в моей картине мира, в картине, где есть перерождение души, то, во что я верю, да, в реинкарнацию. Дар – это способность, которая нарабатывается не в одном воплощении. То есть это то, над чем трудится человек из воплощения в воплощение. И в каком-то направлении, то есть, знаете, такой накопительный эффект. Человек рождается с уже прокачанными теми или иными качествами либо способностями. Поэтому дар – это не то, что вам дано откуда-то свыше кем-то. Это то, что вы наработали в своих прошлых воплощениях. Это не только там предвидение, либо какие-то сверхспособности. Да, это может быть умение играть на каком-то инструменте. Это мы видим много одаренных, мы и говорим про это, одаренные дети, да, то есть они рождаются, им там год-два, еще, как говорится, ходить не умеют. Они уже могут играть, например, на пианино, да, либо на ударных каких-то установках. То есть устройствах. То есть это то, что человек нарабатывает в предыдущих воплощениях. Вот. То же самое и касательно магии. В магии не приходят люди случайные, они так или иначе в каких-то своих прошлых воплощениях уже занимались этим. Вот. И поэтому в моем понимании слово «дара», вот когда тебе просто так, вот ни за что что-то дано, в моей картине мира такого нет. У кого-то другого, может, конечно, свое понимание. Да? Я вам объяснила, как это работает. Исходя из этого, мы можем понять, что, например, самые одаренные люди, которых называют гениями, вот представьте, там, я не знаю, Моцарт, Бах, многие из них умерли в нищете и в голоде. Почему? Потому что их труд, он не оплачивался. С точки зрения, если мы рассмотрим логично, да, как человек может творить что-то, заниматься тем делом, которое ему дается как дар, если у него нету каких-то дополнительных источников на существование, то есть чем он будет питаться. И поэтому мне кажется, что люди такие недальновидные и неосознанные, которые говорят о том, что там, я не знаю, за целительство брать нельзя, да, там дар, ты там что-то там видишь, либо еще что-то предсказываешь, за это брать деньги нельзя, это говорят люди с нищим мышлением. Поясню, почему. Это не оскорбление. А так оно и есть. Вспоминайте себя, когда вы находитесь в таком приятном расположении духа, вы радостные, вы счастливы, вы влюблены, и в этот момент у вас кто-то что-то попросит. Задаетесь ли вы вопросом о том, что хорошо, я дам этому человеку, что я получу взамен? Нет, конечно же. Вы отдаете с открытой душой, да, без ожидания чего-то взамен. Это лишь потому, что вы находитесь в состоянии изобилия.
Так вот, для того, чтобы и дар работал, если так можно взять, да, сказать, для того, чтобы человек, носитель, скажем так, этой способности, этого навыка тоже хорошо себя чувствовал и смог что-то давать вам, он тоже должен быть наполненным. Если он будет опустошен, что значит опустошен? Если его будут мучить мысли о том, что как заплатить там за квартиру, либо где взять на еду, либо там за детский сад заплатить, там, за школу, еще что-то, его мысли, они будут отвлекать его от его ремесла, от его дела, и, конечно же, в таком состоянии недостатка он не сможет быть вам полезен. Ну и вы, конечно же, если придете к такому специалисту, который все время за что-то беспокоится, тревожится, ну, вы это почувствуете, и вам хочется быстро-быстро убежать. Всем хочется прийти к человеку, да даже если мы не возьмем, допустим, Таро, представьте врача. Вы приходите либо к какому-нибудь консультанту, там, например, к диетологу. Насколько вам приятно, что перед вами сидела, предположим, если это женщина, ухоженная женщина. Я не говорю о том, что она должна быть прям накрашена или там еще что-то, но как минимум, не знаю, если не будет маникюра, то хотя бы красивые ноготочки чистые, без грязи под ногтями. Да? Опрятная одежда. Пускай она будет недорогая, но она будет чистая, она будет ухоженная. У человека будет улыбка на лице. Скажите, вот насколько вам с такой энергетикой приятно взаимодействовать, потому что, по сути, мы не взаимодействуем с услугами, которые предлагает человек, а мы всегда для себя выбираем энергию. Вот к какому специалисту мы пойдем. Почему? Потому что рынок большой, даже те же самые там диетологи, психологи, астрологи, да кто угодно, мы идем на энергию этого человека. Поэтому этому человеку, да, тоже нужно находиться в состоянии спокойствия и изобилия. Если мы говорим, конечно же, про эзотерическое ремесло, то здесь для того, чтобы, опять же, я за себя говорю, для того, чтобы я была в спокойном таком расположении духа и могла погрузиться в расклад, ощутить его, включить какие-то свои способности, да, для того, чтобы считать карты, помимо ментального, да, значения, понимания карт, я включаю свою экстрасенсорику. Вот, для этого я должна быть сфокусирована, для этого я должна быть расслаблена, и ничего меня не должно, по сути, отвлекать. Вот, и когда я говорю ничего, это не говорит только о мыслях, да, например, погодные какие-то, температурные условия, да, то есть, вот, например, когда жарко, я вообще ничего никак не могу работать, да, то есть, вот, поэтому предпочитаю ночное время суток, ну, по крайней мере, летом, вот, хотя я, в принципе, более активно себя чувствую ночью, и блицы я присылаю, как правило, ближе к ночи, иногда даже и ночью. Я всегда про это говорю людям, потому что я не могу работать утром. Для меня это вот прям очень-очень сложно. Вопрос не в том, чтобы проснуться, а в том, чтобы сонастроиться. Ну, то есть, мне кажется, вот в моем ремесле, я не знаю, конечно, как другие, но я могу предположить, что если человек действительно включает какие-то свои способности экстрасенсорные, то утром он должен быть как-то бодр, да, то есть он должен находиться в рабочем состоянии для того, чтобы это, ну, считывать, для того, чтобы как-то коммуницировать, взаимодействовать с людьми. Поэтому, мне кажется, это миф, да, за то, что за свой дар ты не должен брать денег. Вот. С другой стороны, да, встает вопрос, что делать, вот если, Лень, я, например, хочу к вам прийти, а у меня нет денег, вы мне очень нужны, что делать? Вот если я действительно почувствую, да, что ну, нет другой возможности, человек не может оплатить мои услуги, тогда есть вариант, что я могу сделать расклад человеку, да, либо как-то поспособствовать, предложить какую-то свою услугу, там, я не знаю, в рассрочку, со скидкой. Даже если это бесплатно, то, возможно, человек что-то может приложить мне взамен, да, как некий бартер. Но иногда, конечно же, бывают и такие моменты, когда я делаю и бесплатно. Но для этого мне нужно самой захотеть. Почему? Потому что когда я сама даю, да, когда это идет от души, тогда я чувствую,
что энергообмен происходит правильно, верно. В каком контексте? То есть я отдаю, потому что я наполнена, и я могу это отдать, и у меня где-то на бессознательном не будет такой программы о том, что вот я дала, и осадок остается какой-то такой, знаете, незавершенной какой-то ситуации. И вот с точки зрения эзотерики, да, чтобы вы понимали, даже если, предположим, человек вам улыбается и говорит, что да, я готов тебе сделать бесплатно, но при этом об этом думает в негативном ключе, что, блин, вот сволочь такой, да, даже не заплатил деньгами, либо еще что-то не предложил. Вот эта вот мысль, да, она все равно запускается во Вселенную, и человек заплатит. То есть вы не думаете, что если что-то вы взяли бесплатно, да, я не знаю, что-то скачали бесплатно, какую-то услугу. То есть если вы за что-то не заплатили, при условии того, что сам человек, допустим, вам сказал, что окей, платить не надо, да, то есть мы в расчете, все окей, даже само слово «мы в расчете», то есть никто никому ничего не должен. Это одна категория. Но если вдруг вы что-то взяли бесплатно, знайте, что у вас эта Вселенная заберет в той же сумме, пускай она возьмет не в контексте конкретного человека, да, мастера, которого вы пришли, а заберет так или иначе, потому что это вселенские законы, мы все живем по ним, мало кто осознает это, но если вы проанализируете свою жизнь, вы увидите, что в какой-то момент там денежку потеряла, да, либо вроде бы все было хорошо, а потом гоп и приболела. То есть какие-то не совсем понятные либо логические моменты. Это показатель того, что вы платите. Да? То есть где-то у кого-то вы взяли, неважно, осознанно, неосознанно, хотели, не хотели, понимали, не понимали, сила, она выравнивает. Да? То есть где-то, если вы кому-то задолжали, вы так или иначе расплатитесь с этим человеком. И хорошо было бы, если бы расплата, она была финансовая, потому что есть такие моменты, когда мы берем что-то у другого человека, и мы платим, допустим, своим здоровьем, либо мы платим удачей, успехом наших детей. Да? То есть мы же не знаем расплата, каким образом проходит. Поэтому вот в контексте того, что меня мучает жаба, но я хочу пойти к этому специалисту, но я не хочу за это платить, имейте в виду, что так или иначе вы заплатите. Пускай это будет не этому специалисту, но Вселенная свое вернет, потому что так работают силы выравнивания. Это не то, что там специалист хочет это или нет. Просто подумайте в этом направлении. Это я сейчас никого не пугаю, но так работает этот процесс. Поэтому вообще у меня такое понимание. Есть люди, которые любят торговаться. Вот я не знаю, это бедное мышление, либо я не знаю, так правильно. Я это не могу понять. У меня нет таких... Мне это сложно понять. Почему? Потому что у меня нет такой программы. Я никогда не торгуюсь. Я вот прихожу и говорю, вот сколько это стоит. Если я могу это купить, да, я это покупаю. Если нет, я откладываю это, собираю нужную мне сумму, потом я покупаю. Я никогда не буду говорить так, это торговаться. Например, вот я хочу купить один курс у одного человека, он стоит $450. Сейчас такой суммы вот наличной, да, чтобы отдать, причем, чтобы вы понимали, там информация, если я не ошибаюсь, она, по-моему, либо 3, либо 6 часов всего лишь, да, то есть, но это очень важная и нужная мне информация. Чтобы вы понимали, сколько я плачу, допустим, за свое обучение, что оно не дешевое бывает. Есть очень дорогие курсы. И у меня пока нет возможности. Но я знаю, что это у меня в плане, я спланировала, я буду откладывать там каждый месяц определенную сумму, где-то вот примерно за 2 месяца я смогу это, 2-3 месяца я смогу набрать и пойду спокойно куплю. Я не буду говорить человеку, вы знаете, у меня нет сейчас такой возможности, а давайте вы мне сделаете скидку, либо там еще что-то, там в рассрочку. Нет, я никогда не буду торговаться, потому что, во-первых, я сейчас за себя говорю, я не осуждаю никого, ни в коем случае, я говорю, как я устроена. Для меня это вот какое-то такое, знаете, понятие достоинства, что ли. То есть если я не способна
заработать эту сумму, чтобы себе, там, я не знаю, купить что-то, да, купить обучение, купить какую-то одежду, то значит со мной что-то не так, да, значит я что-то делаю не так в своей жизни для себя, что, видимо, я себя не уважаю, если я не могу найти эту сумму денег. Я не говорю сейчас там запредельные какие-то суммы, да, чтобы купить там виллу, либо дом, либо еще что-то, либо какую-нибудь дорогую машину. Нет, я не говорю о недвижимости и дорогих предметах, я говорю об обучении, там, я не знаю, ну, что-то такое, что, в принципе, ну, не так-то это и дорого, да, вот, что я не могу себе позволить. Если я себе не разрешаю, значит, здесь вопрос именно в каких-то установках, значит, есть мне в чем развиваться, то есть я мыслю так, да, это мое мышление, и поэтому, когда я что-то хочу, я не приду к человеку и не буду ему говорить о том, что, ой, блин, дорого, да, либо нет, ну, сделайте мне какую-то скидку, я никогда, ну, вот... Я не такой человек, я не могу. Я вам даже скажу больше, что недавно мы арендуем квартиру, в которой, да, я на данном этапе проживаю, вот, и хозяйка решила поднять стоимость, что, в принципе, это логично, потому что все дорожает. Вот, и когда у нас была беседа, она хотела одну сумму, я хотела другую сумму. Вот, на что я ей предложила свою, и она согласилась. Конечно, если бы она не согласилась и настаивала бы на той сумме, на которую она хотела, я бы тоже сказала, что да. Но, правда, это было дороже, но я бы все равно сказала да. Вот, просто потому что я бы не стала торговаться, даже если бы это было, например, в ущерб мне. Ну, то есть мне было бы тяжело выплачивать. Вот. Но при этом я бы задумалась о том, что как я могу увеличить, например, свой доход, да, чтобы не чувствовать вот эту разницу, что вот мне чего-то недостает. Но возвращаясь в контексте, вы не думайте, что я отошла от темы. В контексте нашей темы, да, я не работаю бесплатно. Подытожу и скажу, что да, я считаю, что никакой человек не должен работать бесплатно. Оплата может быть разной, она может быть по бартеру, она может быть энергетически, когда человек говорит о том, что, вы знаете, Лени, я не могу вам заплатить, например, элементарно за ваш блиц, который, ну, в принципе, не так дорого стоит, да, там 800 рублей, либо 8 евро, но при этом я могу сделать что-то для этого мира. Там, я не знаю, пойти один день как волонтер, да, и поработать там, например, для собак, там, почистить их, как клетки, да, ну, там, где бездомных собак держат, и не знаю, как это вот называется по-русски, да, либо я пойду куплю одно дерево и посажу вот хотя бы у нас во дворике, да, то есть у себя во дворике, чтобы люди проходили, ну, во дворе я имею в виду там, где многоэтажки, ну, где человек живет, да, чтобы люди проходили и видели, потому что через какое-то время это дерево вырастет, да, и будет тень, будет польза для других людей, то есть я на такой бартер, я, конечно же, с огромным удовольствием соглашусь, да, то есть я пойму, что человек что-то сделал для этого мира, да, он не мог сделать мне, ну, то есть оплатить мою услугу, но может что-то сделать, либо он скажет, окей, я вот выйду, например, во двор и подмету целую улицу, да, почищу от окурков, сигарет, либо там еще что-то, да, то есть я что-то сделаю для этого мира, для меня это будет достаточно, это будет правильный бартер, поэтому оплата, она бывает разная, то есть мы не привязываемся только к финансам. Может быть, человек скажет, вот, Лени, у меня есть вот такие вот, не знаю, умения, я не могу вам заплатить деньгами, но я могу вам там, например, откорректировать какой-то текст, либо там проверить на ошибки, либо найти картинки, либо смонтировать какой-то ролик, да. То есть я могу по бартеру предложить вам что-то другое, либо что-то сделаю для мира. В таком случае, конечно же, я соглашусь, безусловно. Вот, поэтому нужно ли работать бесплатно? Нет, бесплатно никто не должен работать. То есть труд, он должен быть уважаемый. Здесь, понимаете, здесь опять же таки не только ты выражаешь уважение к тому человеку, к которому ты приходишь, да, а это уважение к самому себе. Вот то, что я сказала, да, когда я могу оплатить труд другого человека, да, то есть я могу купить электронную книгу, я могу, там, я не знаю, какое-то приложение купить, ведь вы чувствуете себя намного увереннее и лучше. То есть приятно ведь иметь деньги в кармане, либо электронные деньги, неважно. Вообще иметь деньги при себе и позволять себе, разрешать себе покупать все, что ты хочешь. Это и есть уважение к себе. А когда
у человека нету денег, да, я сейчас не буду разбирать причину и кто виноват и почему. Когда нету денег, ты чувствуешь себя ущербным, ты не можешь почувствовать себя целостным, ты не можешь почувствовать себя состоятельным, да, то есть это неуважение, и как следствие ты не уважаешь себя, и ты это будешь транслировать. То есть деньги это, как бы так сказать, это некий такой инструмент, показатель, своей собственной ценности и значимости для себя в первую очередь. Поэтому в своих раскладах я всегда приравниваю финансовую составляющую именно к тому, насколько человек ценит и уважает себя. Кстати, вот над этим тоже можете подумать. То есть, если вам не хватает денег, подумайте, где, в каких моментах вы сами себя ущемляете, где вы сами себя обесцениваете, где вы сами себя не уважаете. То есть есть внутри вас какая-то такая программа, с которой нужно поработать. Поработав ее, вы увидите, как увеличивается и ваш финансовый поток. То есть это вот отражение. Поэтому я считаю 100%, что никакая работа, в том числе и таролога, она не должна быть бесплатна. Но оплата, она может быть разная. Я вот, прежде чем завершу, вспомнила просто один такой момент, когда я только начинала лет 6 назад, 5,5, да, для верности. Свой путь у меня первые 3 года, если я не ошибаюсь, я проводила пятничные акции. Это были 10-минутные ответы, блиц-ответы на один вопрос человека, и при этом я не брала оплату, но моя оплата была это нарабатывание своего собственного опыта, то есть тогда у меня не было опыта, тогда я очень стеснялась, я не знала, как можно взаимодействовать с людьми, как с ними разговаривать. Люди были разные, я только набиралась опыта, я была не уверена в своих трактовках, правильно, верно ли я читаю, мне нужна была обратная связь. И вот тогда я, вот представляете, да, 3 года я проводила, ну, кто со мной давно знает, я проводила пятничные акции, но у меня цель была не финансовая, у меня цель была наработки опыта и получения обратной связи. Вот для меня оплата в таком контексте это был мой опыт. То есть я делаю расклад для того, чтобы набираться опыта, с одной стороны, с другой стороны, получая обратную связь. То есть обратная связь, она была тогда для меня оплатой. Это вот как раз-таки в контексте того, что нужно ли брать деньги или нет. То есть оплата может быть и другого формата. Ну все, на этом все. В принципе, основные вещи я вам сказала. Пишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, нужно ли брать тарологу, либо одаренным людям. Мне прям очень интересно, да, как вы считаете, да, нужно ли платить за дар, да, за какие-то умения человеку. Вот. Либо сам человек, если он одаренный в чем-то, нужно ли брать деньги за это. Вот мне прям будет интересно. Прощаюсь с вами до следующего расклада, до следующего ролика. Всем пока-пока.